Всем привет, деревня, жизнь вдали от суеты, друзья мои, снимаю шляпу. Я снимаю шляпу, поэтому у меня так мало просмотров на канале, плюс еще нет рекламы. Что хочу сказать, потихонечку мы победили, видите, балки на потолке, светодиодные светильнички, проводка, стены, все шикардос, все шикардос. Я сижу в кресле босса, специально купил кресло, якобы для жены, но на самом деле для меня, потому что жена может сидеть и в более аккуратных креслах. Но все это не главное. Самое главное то, что Леха на своем тонированном Мерседесе уже выехал из Питера. Это я обращаюсь к вам, злые языки. Да, именно к вам. У меня даже зачесался нос. Потому что я сейчас не бухаю, не курю. И вы мне пишете, говорите, что я не выдержу даже недели или 2 недель. Максимальный наглец сказал, что я сдуюсь через 2 месяца. Вот к чему я это все веду? Потому что когда Леха приезжает, мы стараемся собраться всеми, дабы здоровье у нас уже не такое, как раньше, поэтому корпоративов много у нас не бывает. Плюс семьи требуют большего внимания, а наши жены становятся строже и перетягивают одеяло правления на себя. И именно поэтому я нахожусь здесь, в подвале. В подвале трактира 19 века. Вот именно сейчас я бился над этим. Я оставил все свои надземные работы наверху, выполняя только лишь основные. Это кормление животных, поение животных, чистка навоза, заготовка кормов и доставка кормов. То есть вот такой мощный кулак, благодаря которому держится мое хозяйство, так сказать, на плаву. Но иногда я позволяю себе спуститься сюда, в подвал, посидеть и подумать о жизни, о вечном. Самое главное, что эта комната, как я и обещал, делалась не только для меня, но и для супруги. Ей здесь очень понравилось, ей здесь очень хорошо. И я искренне рад, что вот эти 7 месяцев я пыхтел не зря. Нет, вы не подумайте, что я здесь 7 месяцев работал в заточении. Помимо этого, у меня есть еще лестница. Но на лестнице, увы, есть проблемы с освещением. Но завтра, я думаю, эти проблемы будут решены. И я опять возьму камеру и сделаю для вас снова видеозарисовку. А сейчас давайте, друзья, пойдем, баиньки. До новых встреч в эфире. Всем пока.